аққуым аяулым арманым. Добрый день, дорогие друзья! С вами Авдотья Федорова на канале «Звездные секреты». Предлагаем вашему вниманию интервью Каната Айтбаева изданию «Туркестан КЗ». О чем говорили? Конечно же, о нашем любимом Димаше, карантине и новых песнях. Итак, друзья, читаем. В условиях карантина как живет и чем занимается Димаш Кудайберген? Он находится в большом творческом поиске, начал Канат Айтбаев. В своей творческой комнате днем и ночью играет на фортепиано, чтобы порадовать слушателей новыми песнями. Кроме того, будучи человеком творческим, он смотрит множество фильмов, читает статьи в различных печатных изданиях, обсуждает их с нами. Только вчера Димаш с большим интересом рассказал о снимке Джеймса Кэмерона, его достижениях и впечатлениях. Сын сказал: оригинальный и очень талантливый человек, с глубокими размышлениями и суждениями. Но, чтобы сделать большие вещи, человек и должен быть таким глубоким, заключил он. А как карантинная ситуация влияет на творчество Димаша? Несмотря на то, что в условиях карантина мы не выходим из дома, интернет расширяет пространство по всему миру. Несколько композиторов Казахстана, Китая, Америки прислали свои песни. Димаш слушает эти произведения и продолжает работать с коллегами в онлайн-режиме. Сам Димаш тоже пишет одну-две красивые песни. Как раз перед интервью с вами мы обсуждали эти произведения. Мне понравилась и идея, и структура композиций. В течение последних 4 лет Димаш то и дело готовился к различным конкурсам и концертам. Это занимало очень много времени, так что на создание новых песен его совсем не оставалось. Постоянные перелеты из одной страны в другую, с одного континента на другой, не давали возможности писать музыку. Теперь же, в условиях карантина, это стало возможно. В первые 2 недели сын беззаботно отдыхал и расслаблял уставший организм. Ведь каждый отдельный концерт – это огромный труд, колоссальный, большая ответственность и большая нагрузка. Выход на сцену в сопровождении оркестра, банд-групп требует уверенности, четкости. Каждый концерт готовится неделями, а то и месяцами. Артист, безусловно, очень устал. Так что теперь Димаш посвятил время творческому поиску, отдыхая в условиях карантина. В каких странах за эти годы состоялись концерты Димаша? В 2017 году состоялся наш концерт Бастау. В 2018 в 4 городах Китая и Лондоне были организованы большие концерты. В 2019 в Нур-Султане на стадионе Астана-Арена совместно с национальным каналом «Казахстан» мы провели концерт «Арнау». Концерты, запланированные в рамках этой программы, прошли в Киеве, Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Краснодаре, Казани, Риге. Кроме того, в этом году планировалось проведение концертов в Минске, Штутгарте, Дюссельдорфе, Праге. Мы успели провести несколько концертов из европейских туров. Остальные, увы, были приостановлены в связи с введением карантинных мер в целях сохранения здоровья и жизни людей. Эпидемия вмешивается в наши дела, вносит изменения в наши планы. Но жизнь не останавливается. После всего этого кошмара все работы будут продолжены. Планируется проведение концертов в тех странах, в которых они были запланированы, а также в других местах. Основная цель этих концертов – объединить слушателей, пропагандируя искусство, культуру нашего народа в других странах. Дарить слушателям радость, хорошую музыку и подружиться наконец. Радует, что сейчас во многих странах созданы фан-клубы, которые живут искусством Димаша. Все фан-клубы взаимосвязаны. С помощью сети интернет можно увидеть, что у каждого есть свои команды, ассоциации. Члены фан-клубов посещали друг друга в разных странах, общались друг с другом. Кроме того, некоторые диас Димаша из стран Тихого океана, Восточной Азии, Латинской Америки были приглашены на несколько его концертов. В связи с этим в наши планы были внесены изменения, и мы надеемся, что все они будут реализованы. В условиях карантина певцы проводят онлайн-концерты. У вас есть такой план?
Для того, чтобы сделать онлайн-концерт, нужно немного подготовиться. Члены нашего любимого ансамбля живут в Испании, Германии, Москве, даже были парни из Кубы. Все они вернулись в свои страны в связи с введением карантинной ситуации. Поэтому не так-то легко объединить всех членов ансамбля и совместить их работу в режиме онлайн. Как я уже говорил, Димаш в условиях карантина решил взять некоторое время для отдыха, посвятить эти дни творчеству. Но мы планируем вывести в эфир один из концертов европейского тура. Мы полностью сняли концерт в Киеве, сейчас ребята из творческой студии готовятся к телевизионному варианту этого концерта. Мы хотим, чтобы во время карантина слушатели получили хороший подарок. В ближайшее время концерт будет загружен на официальный канал YouTube Димаша. Планируете ли вы посетить регионы нашей страны с концертами? В 2016 году мы провели 25 концертов, посвященных 25-летию независимости Казахстана. Мы провели концерты во всех областных центрах, крупных городах страны, а также в соседних. В 2017 и 2019 годах в столице прошли 2 масштабных шоу. Сейчас планируются концерты в ряде других стран, обсуждаются международные направления. Подготовка и согласование займут некоторое время. Думаю, после того, как все запланированные работы наконец-то будут начаты, обязательно состоится концерт и в Казахстане. В целом, как вы сейчас проводите время с семьей? Очень много занимаемся домашним хозяйством, пополняем свои знания. Иногда из таких трудных моментов можно извлечь немало пользы. Мы всей семьей снова посмотрели фильм Рустема Абдрашева «Алмазный меч». Тут же у нас поднялось настроение, и мы оживились. Мы посмотрели телевизионные сериалы по истории династии Романовых, множество документальных фильмов, отражающих создание Римской империи. Я перечитал сборник стихов поэта Баба-Жанулы, собор Парижской Богоматери Гюго, поющий в терновнике. Хотя раньше я уже читал книгу «Собор Парижской Богоматери», сегодня я смог посмотреть на это произведение совсем другим взглядом. Также я читаю множество газет, казахскоязычных изданий, например, вашу «Туркестан КЗ». Люблю статьи на экономическую и политическую тематику. В эти дни я слежу за онлайн-уроками детей из дома, смотрю на отношения между учителями и детьми. Я рад видеть тесные отношения между учителем и учеником, их дружеские отношения, потому что у нас до этого не было возможности посещать занятия детей, а онлайн-урок дает нам такую возможность. Друзья, напомним, это было интервью Каната Айтбаева изданию «Туркестан КЗ». Всем большой рахмет и отличного настроения. С вами была Авдотья Федорова на канале «Звездные секреты».